что ГМО это зло, это то же самое, что говорить, будто интернет или автомобили это зло только потому, что машины сбивают людей, а интернет вызывает зависимость. Такие технологии – это просто нереальный прорыв человечества в понимании того, как устроен мир, в котором мы живем. Добра и мира моим дорогим слушателям! Вы на канале Антидот. И сегодня я предлагаю поговорить о ГМО. Эта тема интересна тем, что, разбираясь в ней, легко заметить, как нам промывают мозги. И пусть это не такой важный вопрос в нашей жизни, как какие-то ложные ценности, в которые нас с самого детства закладывают, эта тема хороша тем, чтобы еще раз обратить внимание моих слушателей, как важно все подвергать собственному анализу. И у меня нет цели сегодня убедить моих уважаемых подписчиков в том, что ГМО это добро или ГМО это зло. На примере разбора этой проблемы я бы хотел, чтобы у моих слушателей возник вопрос. Почему то, что они думали о ГМО до просмотра этого выпуска, существенно отличается от того, чем это на самом деле является? Итак, что такое ГМО? Уверен, что эту аббревиатуру слышали многие. И наверняка почти все даже знают, как она расшифровывается. И потому что люди, которые производят продукты, специально пишут на пачках об отсутствии ГМО, я делаю вывод о том, что большинство знающих, как расшифровывается эта аббревиатура, уверены, что ГМО это очень плохо. Тут логика следующая. Они знают, что все уверены, что ГМО это зло, и если написать на упаковке, что там нет ГМО, значит потребитель с большей вероятностью купит такой продукт, где написано, что его там нет. Иначе зачем они специально на пачках это пишут? Кстати, именно этой же логики придерживаются те производители, которые пишут на упаковках с растительным маслом, что там нет холестерина. Неужели вы думаете, что среди большого предприятия нет ни одного умного специалиста, который скажет, что писать растительное масло без холестерина – это то же самое, что написать на лбу, что в черепной коробке у вас нет соломы вместо мозга? А в растительном масле в принципе не может быть холестерина, потому что растения холестерин не синтезируют. И производитель говорит: да, я понимаю вас, господа ученые, но вот у моего конкурента написано без холестерина, и его масло покупают лучше. То же самое и с ГМО. И на основании этой информации я делаю вывод: общество негативно относится к ГМО. И как это обычно проявляется? Во время обеда или в курилке, когда взрослые играют в свои игры, начинается игра под названием «Куда мир катится?». И если разговор заходит про ГМО, то обычно говорят о том, что сейчас уже нет натуральных продуктов, все они с химией, с ГМО. И представляете, как это ужасно? Если такие семена посадить в землю, то они уже никогда не вырастут. Ну и так далее в таком же духе. И вот лично у меня есть такой тест на определение уровня образования собеседника. Я его называю тест ГМО. Если я слышу что-нибудь подобное, я уже знаю, с кем имею дело. И тут уже, конечно, все зависит от обстоятельств. В большинстве случаев я просто соглашаюсь и не возражаю. Дебаты с человеком, который не разбирается в том, что он говорит, и при этом он абсолютно уверен в этом, обычно ничем хорошим не заканчивается, тем более, если таких в компании большинство. Но если есть время, мы общаемся один на один, и я вижу, что у человека еще сохранилось критическое мышление, или я знаю, что мне надо будет взаимодействовать с этим человеком в будущем, и от его решения будет зависеть мое благополучие, то обычно я спрашиваю: а что такое ГМО? И почти все всегда отвечают, что ГМО – это генно-модифицированный организм. Окей, говорю, хорошо, понятно. А что конкретно модифицировано? И обычно слышу подобные ответы типа: ну вот в растении там что-то модифицировали, и оно вот становится плохим. Я говорю: понятно, что оно плохое. Вот давай сначала разберемся, что конкретно модифицировали. И дальше вот где-то только половина собеседников могут ответить на этот вопрос и сказать: ну я думаю, что там модифицировали гены. Такой ответ показывает, что человек может уже из формулировки вопроса построить ответ.
Да, ГМО – это генно-модифицированный организм, то есть модифицированы гены. Это уже неплохо, поскольку собеседник знает про гены. Можно разговаривать дальше. Тогда следующий вопрос. А какие гены и зачем модифицируют? И вот тут обычно уже встречаешься с расплывчатым ответом: ну, я не знаю, какие гены и зачем они там меняют, но они там что-то делают, и вот такой продукт становится очень вредно. И все это очень плохо. Так какой ген, зачем и как модифицируют, и насколько это страшно? Давайте разбираться. И начнем, как всегда, издалека. Разберем классику. Все, кто не в теме, я думаю, на этом примере легко поймут, что такое ГМО. Уверен, что многие в курсе, что есть такая болезнь, как сахарный диабет. Патогенез этого заболевания достаточно сложен, но я попробую вам его коротко объяснить. Это такая болезнь, при которой нашему организму не хватает инсулина, чтобы усвоить глюкозу. А инсулин – это такой белок, который вырабатывается в поджелудочной железе и отвечает как раз за усвоение глюкозы, та, что содержится в сахаре. Это очень древнее заболевание, и описание его симптомов находят задолго до нашей эры. И все это время человечество не имело никакого реального инструмента для лечения этой болезни. То есть, если у человека обнаруживали сахарный диабет, то ему оставалось жить несколько лет. И даже эти несколько лет трудно было назвать жизнью. Чтобы вы понимали, это по сути была смерть от еды. И чтобы дольше жить, нужно было меньше есть. И неважно, старик ты или ребенок, через пару лет смерть была неминуема. Так было тысячи и тысячи лет. И вот только примерно 100 лет назад, в 1923 году, канадский ученый-энтузиаст из Торонто выделяет инсулин у собаки и спасает первую жизнь. Это была маленькая девочка, мама которой, видя, как ее ребенок умирает на глазах, начала искать того, кто может ей помочь. И наткнулась на вот эти проведенные исследования. Она тут же собралась и поехала в Канаду на поезде, чтобы спасти жизнь своей дочки. Препарат не был еще ни апробирован, ни сертифицирован. Девочка впала в кому по дороге, но прямо на вокзале доктор ввел ей ампулу инсулина, и благодаря этому она прожила почти 70 лет с этим смертельным ранее для человечества заболеванием. Потом начали брать инсулин у крупного рогатого скота, свиней, но все эти инсулины хоть и помогали, но все равно имели кучу побочных эффектов, так как они все-таки были нечеловеческие. И вот технологии достигли того, что генные инженеры смогли найти и изъять человеческий ген, который отвечает за синтез инсулина, и вставить его в геном бактерии, которые в свою очередь начали синтезировать этот инсулин как побочный продукт своей жизнедеятельности. Вы понимаете, что многие болезни, которые сейчас успешно лечатся, еще каких-нибудь 100 лет назад были точно таким смертельным приговором, как сейчас терминальный рак для кого-то? И если человечество сделает своим приоритетом избавление людей от страданий и развитие мирных технологий, мы успешно научимся лечить и рак, и любые другие на данный момент неизлечимые болезни. Но сейчас основные ресурсы тратятся на то, чтобы показать друг другу, кто сильнее и кто быстрее может уничтожить жизнь на планете. Но это так, мы отвлеклись. И у меня к читателю первый вопрос. Вы еще до сих пор уверены, что ГМО это так плохо и так страшно? Ведь я могу привести еще сотню похожих примеров из медицины о том, как генная инженерия спасает жизни. И, может быть, даже вашу. Вы просто об этом не знаете. Итак, генная инженерия – это очень сложная и высоконаучная технология. Это мощный инструмент. И говорить, что ГМО – это зло, это то же самое, что говорить, будто интернет или автомобили – это зло только потому, что машины сбивают людей, а интернет вызывает зависимость. И понятно, что те, кто обладают этими технологиями и умело ее применяют, создавая продукты, от которых мы все практически зависим, они правят миром, хоть они это практически не афишируют. Примером такой компании может быть Monsanto. Вы слышали что-нибудь позитивное об этой компании? Скоро этим словом можно будет пугать детей.
И, конечно же, я не собираюсь петь осану Монсанто. Но что же такого страшного сделала эта компания, что столько негатива льется в их сторону? Изучите этот вопрос сами, и вы будете удивлены, что эта компания, которая, кстати, больше 100 лет, всегда была на острие биотехнологий. Примерно вот как Samsung или Apple сейчас в IT-технологиях. Да, конечно, они не святые монахи. Покуролесили за свои 100 лет бизнеса они достаточно. Во время Вьетнамской войны они продавали печально известный агент Orange, который производился по упрощенной технологии синтеза и поэтому содержал значительные концентрации диоксина, который является мутагеном и вызывает онкологические заболевания и генетические мутации у соприкасающихся с ним людей и других существ. Но таких компаний, кто производил и продавал военным этот продукт, было не меньше 20. И вся эта информация есть в открытых источниках. А вот почему дерут только Монсанто, непонятно. И также на протяжении 40 лет их основной завод в городе Анистон осознанно сбрасывал токсичные отходы в реку, текущую через город, что повлекло массовые смерти в городе, но за это они заплатили $700 миллионов компенсации. Это, конечно, все очень и очень плохо, но почему именно эту компанию всегда упоминают в выпусках про страшный вред ГМО? Давайте разбираться, что же такого страшного они делали. Почему делали? Потому что уже нет такой компании. Ее пару месяцев назад выкупила немецкая компания Bayer. Может, кому-то от этой информации будет легче жить. Так вот, давайте возьмем обычного фермера, который зарабатывает деньги на том, что выращивает и продает сою. Сою беру как пример, потому что это тоже классика ГМО жанра. Так вот, чтобы фермеру больше заработать, ему, как и любому другому бизнесмену, нужно свести к минимуму свои затраты, да? И понятно, что нехилая статья расходов этого фермера – это борьба с сорняками. Покупка этих самых гербицидов, тракторов, которые их распыляют, топливо для них, ремонт, зарплата рабочим и так далее. Также не забывайте, что гербициды подавляют рост не только сорняков, но и также этого культурного растения. И представьте ситуацию, когда этому фермеру говорят: хочешь, мы тебе продадим очень эффективный гербицид, который вместо 3-4 раза за сезон можно распылять всего 1 раз. Понятно, что он скажет: конечно, да. Но потом может подумать и сказать: слушай, а как же моя соя? Она ж тоже, наверное, вся умрет, если он такой мощный. Ему говорят: да, твоя умрет. Но если ты купишь наши семена сои, то нет, не умрет. А сколько же стоят ваши семена? Ну, ему ответят: допустим, 10-20% больше, чем те, которые ты покупаешь до этого. Фермер посчитает, что экономия все равно есть, и скажет: да, я согласен, и уйдет довольный, потому что на следующий год он будет думать: я оставлю себе этих чудесных семян, и тогда вообще не будет необходимости покупать их дороже, что принесет еще больше бабла. Так вот, как вы думаете, прорастут эти чудо-семена у фермера или нет? Ну, понятно, что умные ребята, которые придумали этот уникальный гербицид под названием глисофат, по сути, это угнетающий фермент, ответственный за синтез аминокислот в растении, после использования которого растение умирает. И эти ребята, которые нашли, выделили и вживили своей чудо-сои ген от одной специальной бактерии, которая делает эту сою устойчивой к этому самому гербициду под названием глисофат, эти ребята знают, какой ген надо выключить, чтобы эта чудо-соя, если ее посадить в землю, пошла на корм кому угодно, но только не фермеру на следующий год. И у меня второй вопрос к уважаемой аудитории. Что конкретно такого ужасного сделала эта компания? Она что, под дулом пистолета заставила этого фермера использовать эти генно-модифицированные семена сои, кукурузы, пшеницы, хлопка и так далее? Нет, конечно. Фермер сам это решил сделать, чтобы заработать больше денег.
И тут я опускаю дискуссию о том, насколько опасен глифосат для людей по сравнению с другими гербицидами, метрибузином, клопиралидом и другими, которые не используются в сочетании с ГМО растениями. Понятно, что в 21 веке фермеры будут применять химию. Они не будут сапками выпалывать сорняки. Вот на эти вопросы пусть отвечают специальные НИИ и вот государственные контролирующие службы, если они не куплены той же самой Монсантой. Но на все остальные вопросы лично у меня есть ответы. Измененные гены сои для меня не опасны, потому что перед тем, как попасть в мой организм, они расщепляются, я это знаю. То, что такая соя больше не даст урожай, это тоже не проблема. Тот ген, который выключен, точно так же можно включить, чтобы соя снова давала урожай. А также я понимаю, что такие технологии – это просто нереальный прорыв человечества в понимании того, как устроен мир, в котором мы живем. И такие прорывы могут позволить выйти нам на совершенно другой уровень развития нас как цивилизации. Особенно если мы сможем направить подобные технологии, чтобы делать жизнь людей легче. Но если эти люди всячески препятствуют этому и, не разобравшись, распространяют предрассудки, то, конечно же, придется иметь лоббистов в правительствах, платите деньги и угадайте с одного раза, из какого кармана компании будут возвращать себе эти затраты. Какой вывод из всего этого? Все подвергайте сомнению. Говорят, ГМО страшно и ужасно? Непредвзято изучите вопрос сами. Говорят, что это прекрасно и только за этим будущее? То же самое. Найдите достоверные источники информации и сами изучите аргументы всех сторон. И имейте свое мнение, а не мнение автора статьи. И самое главное, не бойтесь менять свое мнение, если видите, что аргументы не на вашей стороне. Как известно, не меняют свое мнение только дураки и покойники. Выработайте такой подход к любому вопросу, который возникает в вашей жизни, и ваша жизнь станет намного предсказуемой и гармоничной. С вами был Майкл Свобода. Живите ярко, друзья!